Ее путь закончился короной, плахой и вечным историческим спором. Так кем же была Анна Болейн? Хладнокровной карьеристкой или женщиной, у которой просто не осталось выбора? Давайте разбираться. Был когда-то в Англии король Генрих VIII. Да-да, тот самый, чья биография позже будет напоминать криминальную хронику. Жена у него, конечно, была Екатерина Арагонская, великая женщина, дочь испанских королей. Но биология, наука жесткая, и плевать она хотела на величие. 6 раз в ужасных муках королева рожала, а выжил только один ребенок, да и то дочь, Мария. В общем, наследника нет, а Екатерина уже не в том возрасте, чтобы совершать биологические чудеса. И все же сын у короля был, Генри Фицрой. Здоровый, крепкий мальчик, но, увы, рожден он был не от жены, а от фрейлины. Стало быть, бастард. А бастард на троне – это как фальшивая монета. Блестит, но в магазине не принимают. В общем, король молод, полон сил, атлет, музыкант, но без законного наследника король – это династия, замершая на пороге вымирания. И вот, друзья мои, на дворе у нас 1522 год. В Англию с визитом прибывает император Карл V. Это не просто самый влиятельный человек Европы, это племянник Екатерины Арагонской и политический гигант. Его приезд – это событие масштаба тектонического сдвига. По случаю такого гостя наш король Генрих VIII устраивает грандиозный спектакль-маскарад. Тогда такие праздники работали на все фронты. Театр для дураков, политическая демонстрация силы для умных, реклама английской роскоши для иностранцев и флирт-десерт для всех остальных. Представьте себе сцену. Стоит огромный декоративный замок. Замок добродетелей, где живут прекрасные леди. Вот вам полный список меню, дам добродетелей. Красота, честь, стойкость, доброта, щедрость, верность, милосердие и сострадание. И вот 8 рыцарей, включая короля Генриха, который скромно играл роль пылкого желания, осаждают этот замок и берут его штурмом. Смысл спектакля. Рыцарь выбирает одну добродетель, которую он освобождает. Это была игра в куртуазную любовь. И кого же выберет король? Зрители затаили дыхание. Король выбрал ее – доброту. Ах да, доброта – это же Мэри Болейн, действующая любовница короля. В общем, никакого сюрприза. Король, как настоящий мужчина, выбрал то, что доступно, мягко и не требует усилий. Доброта всегда соглашается. Но никто тогда и подумать не мог, что главный сюрприз стоял рядом, под маской стойкости. Ее звали Анна, тоже Болейн. И нет, король тогда ее не выбрал. Он прошел мимо стойкости, даже не взглянув. Время шло. Двор жил своей веселой и лицемерной жизнью. Король менял любовниц. Королева страдала в тишине своих покоев. Анна служила королеве. Видел ли ее король? Конечно! Как видел стены, гобелены и прочую движимую и недвижимую придворную собственность. А однажды на одном из бесчисленных маскарадов случилось нечто. Король стоял у колонны, наблюдая за танцами с видом человека, который уже видел все. И вдруг рядом, буквально в паре шагов, раздался голос французского посла. «Мадемуазель, простите, но я никак не могу поверить в то, что вы англичанка. Вы говорите по-французски лучше, чем половина женщин при моем дворе». Генрих непроизвольно повернулся. Фрейлина чуть склоняет голову и отвечает на идеальном французском, но с ледяной вежливостью. «Возможно, дело в том, что я англичанка,
Нас учат говорить ясно, а не прятать смысл за красивыми звуками. Посол моргнул, а Генрих впервые по-настоящему почувствовал укол гордости. Эта остроумная, хладнокровная девушка, его подданная, его англичанка. Потом, спустя дни, он увидел ее в саду. Она читала вслух принцессе Марии. На каком языке не имело значения. Латынь, французский, английский. Она владела ими, как владеют оружием. Он остановился, прислушался, и в этой манере, в спокойной уверенности, в ясной дикции, в самом порядке ее мыслей что-то его зацепило. Не страсть, интерес, тонкий интеллектуальный крючок. Когда она закончила, король просто одобрительно кивнул, и все. Но именно с этого момента в его голове эта фрейлина стала ассоциироваться не только с лицом, но и с содержанием. Потом он увидел ее вновь, в покоях своей жены. Она просто вышивала. Но король вдруг поймал себя на мысли, что слишком долго задержал на ней свой взгляд. Если быть честным перед самим собой, чего короли не любят, он пришел к жене не ради жены. А однажды в полумраке галереи они столкнулись. Случайно? Кто знает. Он мог бы пройти мимо, как делал 1000 раз, но король замедлил шаг. Его голос, низкий и привыкший к немедленному вниманию, резал тишину. «Леди Анна, я слышал, вы говорите по-французски лучше некоторых моих послов». Анна ответила: «Ваше Величество, вы слишком добры, но, возможно, секрет не в моем французском, а в том, что я слушаю. А когда слушаешь, понимаешь, что часто за пышными речами скрывается пустота, и я же предпочитаю, чтобы мои слова что-то значили, хотя бы для меня самой». Она не польстила, не смутилась, она парировала, и в этом парировании был вызов, ум и та самая неуловимая стойкость, которую он когда-то проигнорировал на сцене. Чтобы понять, что было дальше, нужно уточнить одну деталь. Тюдоровский двор ломился от красавиц. Они были как драгоценные конфеты в королевской шкатулке, милые, сладкие, однообразные. Генрих к ним привык, они были частью пейзажа. Но Анна Болейн была другой. Она была умной, не начитанной, а умной по-настоящему, с быстрой реакцией, острым языком и, что было редкостью для женщины при дворе, собственным мнением. А Генрих, будучи не глупым и страдающим от интеллектуального голода в окружении льстивых придворных, такие умы обожал. И вот так, почти незаметно, в огромном дворце, полном сверкающих безделушек, Генрих VIII встретил женщину, с которой можно было говорить, которая могла ответить так, что это било не в сердце, а в его королевское, уставшее от пошлости, самолюбие. И именно с этого момента, сам того не осознавая, он начал думать об Анне Болейн. А для такого мужчины, как Генрих, думать о женщине было первым и самым опасным шагом к одержимости. Игра началась. И ставки в ней были выше некуда. Трон, вера, жизнь и голова той, что осмелилась быть не просто красивой, а интересной. А теперь, друзья мои, давайте разберемся в том, что случилось потом. Я знаю, история Анны Болейн заезжена до дыр, причем дыр, заполненных охами, ахами и сказками о пылком влюбленном Генрихе. Это все чушь. Давайте оставим в покое эти розовые сопли, выключим романтическую музыку и поймем, что же действительно тогда происходило. Итак, для того, чтобы нам дойти до сути, придется снять розовые очки и отмотать пленку назад, на 2 года раньше, в 1524 год. Генриху 32. Он еще не тот тучный тиран с портрета Гольбейна. Он золотой мальчик, атлет, красавец, композитор. Он искренне верил, что бессмертен, ну или что у него с Богом заключен эксклюзивный контракт. И вот, 10 марта 1524 года. Турнир. Для нас турнир – это костюмированное шоу. Для Тюдоров
Это политика, престиж и идеология. И да, король обязан участвовать. Турниры – это пропаганда королевской силы. Король должен был показать, что он силен, что он здоров, что он лично способен защищать страну, что он настоящий рыцарь, а не просто чучело в короне. И вот король, сияя доспехами, выезжает против своего лучшего друга – Чарльза Брэндона, герцога Саффолка. Трибуны ревут, тестостерон зашкаливает. Генрих разгоняет коня, опускает копье и забывает опустить забрало шлема. Да, вы не ослышались, король Англии забыл про технику безопасности. Брэндон несется на него, удар. Копье герцога попадает прямо в открытый шлем короля и разлетается в щепки. Острые осколки летят королю в лицо. Тишина на трибунах была, наверное, громче взрыва. Все думали, это конец, король убит или ослеплен. Но Генрих выжил. Он даже встал и продолжил турнир. Адреналин – страшная сила. Но вечером, когда шум утих, а синяки начали чернеть, к нему пришло оно – осознание смерти. Впервые в жизни Генрих понял – я просто кусок мяса в железе. Я мог умереть сегодня, прямо там, в грязи. И что тогда? Он смотрит на свою жизнь трезвым взглядом испуганного человека. Жена. Екатерина Арагонская. Ей 40. У нее менопауза. Она больше не родит. Наследники. Одна девочка, Мария. Династия. Если он умрет завтра, начнется гражданская война. Тюдоры, с таким трудом взобравшиеся на трон, исчезнут как дым. Его жизнь окажется бессмысленной. В тот день на турнире бессмертный юноша умер. Родился стареющий мужчина в панике. И у него в голове включился таймер обратного отсчета. Тик-так, тик-так. Ему срочно, до дрожи в коленях, нужен был сын. Ему нужна была молодость, ему нужно было доказательство, что он еще жив. И вот Генрих живет дальше с мыслью, что если он умрет, Англия умрет вместе с ним. Да, есть дочь, болезненная девочка. Девочка, не мальчик. А вокруг сотни фрейлин. Красивое шелковое мясо при дворе. Хорошо танцуют, неловко кокетничают, мило улыбаются. И ни одна из них не умнее золотой ложки. И вот в этом состоянии хронического ужаса он увидел Анну. И здесь главное выдохнуть весь сериал «Тюдоры» из головы. Это не было вспышкой страсти, это не было моментальным «ах», это не было мальчишеской влюбленностью. Нет, Генрих не восторженный школьник. Ему 35. Для 16 века он мужчина, который видел все. Он перепробовал всех. Скромных, доступных, веселых, покорных. Женская красота для него – это как десерт после сытного обеда. Приятно, но уже не удивляет. Он знает вкус каждой конфеты в этой коробке. И вот, на фоне его перенасыщения и того самого страха смерти он видит ее. Что он видит? Давайте честно, Анна Болейн не была мисс Вселенная. Современники писали прямо: смуглая, худая, шея длинновата, рот великоват. По стандартам того времени, где ценились пышные блондинки с голубыми глазами, Анна была, на любителя. Если бы она просто стояла в углу и молчала, король бы прошел мимо и даже не повернул головы. Так чем она его взяла? Представьте себе Генриха. Вокруг него сотни женщин, которые ведут себя как раскраски для детей, простые, понятные. Бери и пользуйся. Они хихикают, они соглашаются, они ловят каждое его слово. С ними легко, но с ними смертельно скучно. А Анна, она стала его интеллектуальным афродизиаком. Она не хихикает, она смотрит ему в глаза спокойным, немного ироничным взглядом человека, который знает себе цену. Она не падает в обморок от его величия.
Она разговаривает с ним, не поддакивает, а разговаривает. Для короля, который привык, что его боятся или обожают, это был шок. Вдруг выяснилось, что с женщиной можно обсудить не только погоду и танцы, но и теологию, политику, искусство. Он увидел в ней не тело, тела были и получше, он увидел в ней личность. И главное, Генрих после того удара на турнире чувствовал себя уязвимым. Ему нужно было подтверждение, что он все еще ого-го. Обычные дурочки не могли дать ему этого подтверждения, потому что их восхищение ничего не стоило, они восхищались просто короной. А Анна была умной, критичной, разборчивой, и если такая женщина обратит на него внимание, значит, он действительно крутой мужик, а не просто стареющий король. Он влюбился не в ее лицо, он залип на ощущение жизни, которое от нее исходило. Она была как сложный кроссворд для человека, которому надоело играть в крестики-нолики. Она была вызовом его интеллекту и его мужскому эго. Генрих посмотрел на нее и подумал: с этой женщиной я не соскучусь. С этой женщиной я снова буду молодым. Не магия, не приворотное зелье, а простая психология. Умная женщина в правильное время оказалась перед мужчиной, который смертельно боялся скуки и старости. Поэтому, друзья мои, возможно, у Генриха и дрожали колени, когда он на нее смотрел. Но зная его медицинскую карту и любовь к турнирам, скорее всего, они дрожали от усталости или начинающегося варикоза. Итог, к которому мы пришли: монарх реально потерял покой. Он потерял его как азартный игрок, которому не дают выиграть, как стареющий лев, которому пообещали вторую молодость. Итак, на дворе 1526 год. Все это время Анна служит при Екатерине Арагонской, законной, настоящей, непоколебимой жене короля. И да, занять ее место Анна пока не планирует. Она не сумасшедшая. В те времена короли Англии женились на испанских инфантах, французских принцессах, дочерях герцогов, то есть на политических активах, стоимостью в несколько княжеств. Короли не женились на дочерях придворных дипломатов, пусть даже блестящих. Для Анны поставить цель стать королевой было бы так же реалистично, как для современной стюардессы поставить цель стать владелицей авиакомпании. Это была научная фантастика. А теперь, друзья мои, давайте встанем на ее место на минуту. Итак, вы Анна, вам 25. Вы фрейлина, вы живете в 1526 году, и за вами ухаживает король Генрих VIII. Напомню, это не современный офис, где можно сказать: Генрих Генрихович, вы нарушаете мои личные границы, я пишу заявление в правком. Это абсолютная монархия. Вы оказались в ситуации, которую можно описать старой доброй фразой: «Куда ни кинь, всюду плохо». И смотрите, какой у вас богатый выбор. Вариант первый. Сказать «да». Самый простой путь – стать любовницей. Но у вас перед глазами живой пример – сестра Мэри. Сценарий известен. Пара лет в золотой клетке. Возможно, рождение бастарда, бесполезного для династии. А потом декоролевизация. Пинок под зад. Испорченная навсегда репутация. И замужество. За первым, кто согласится взять подержанный королевский товар. А вы умная и гордая, и уже однажды обожглись на любви. Наступать на эти грабли ниже вашего достоинства. Вариант второй. Сказать жесткое «нет». Это путь самоубийцы. Можно ли отказать королю? Технически да, но один раз. Если ты скажешь: «Ваше Величество, отстаньте, вы мне противны», ты подпишешь приговор не только себе, но и всему роду Болейнов. Папа потеряет должности, брат вылетит со службы, а вас сошлют в самую глухую дыру королевства или в монастырь, где главное развлечение – считать трещины на потолке. Обижать короля нельзя, его эго – это хрустальный собор, и твоя жизнь – песчинка под его фундаментом. Вариант третий – сбежать. Куда? В Европу, без денег и воли отца, в другой замок,
Король найдет везде. Вы в клетке этикета, долга и шпионов. Вы не можете взять больничный и исчезнуть. Вы даже замуж теперь выйти не можете. Кто посмеет перечить королю? Вот и получается, что вы находитесь в ситуации, которую шахматисты называют цугцванг, когда любой твой ход ведет к поражению, но не ходить ты не можешь. Задача была нечеловечески сложной – играть с огнем, но не сгореть. И Анна нашла гениальный ход. Она выбрала тактику мягкого, но неопределимого «нет». Она говорила ему примерно так: «Ваше Величество, я восхищаюсь вами, я мечтаю о вашей любви, но моя честь и моя душа принадлежат Богу и будущему мужу. И я не могу быть вашей любовницей, потому что тогда я перестану уважать себя, а вы, мой благородный король, перестанете уважать меня. А стать вашей женой я недостойна». Понимаете гениальность этой ловушки? Она не отвергала его как мужчину, она отвергала грех. Она говорила: ты идеален, но я моральна. И против этого у Генриха, который себя позиционировал как защитник веры и образец рыцарства, не было аргументов. Он не мог ей сказать: да наплюй ты на честь, раздевайся. Это сломало бы его собственный выстраданный имидж. Так что же в итоге? Анна не планировала стать королевой сразу. Это было бы клиническим безумием. Ее план максимум был куда прагматичнее. Либо удачно выйти замуж за какого-нибудь герцога, используя королевский интерес как трамплин, либо выторговать себе статус официальной фаворитки, как было принято во Франции, с титулами, землями и гарантиями, а не ролью постыдной тайны. Но она заигралась, или точнее король обезумел сильнее, чем она могла предположить. Она думала, что держит тигра на тонком, но прочном поводке, а тигр сорвался и разнес пол Европы, всю церковную иерархию и собственный рассудок, чтобы дотянуться до нее. И в этот момент у нее уже не было пути назад, либо на трон, либо на плаху. И она выбрала трон. Но, как мы знаем, Плаха была терпелива и дождалась своего часа. А теперь третий персонаж нашей пьесы – королева. Екатерина Арагонская была кем угодно, но только не дурой. Она, дочь Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, с пеленок знала цену трону, предательству и придворным интригам. Она все знала с самого начала. Но тут есть важнейший нюанс, как именно она это понимала. Давайте посмотрим ее глазами. Вы уже видели этот сценарий, вы пережили не один роман мужа. Мэри Болейн, Бесси Блаунд. Для вас Анна поначалу просто вторая серия того же заезженного сериала. Вы не видите в ней угрозы. В конце концов, короли не разводятся с дочерьми величайших монархов Европы ради каких-то фрейлин. Это было немыслимо. Так же немыслимо, как отпилить себе ногу ради нового сапога. Но время шло, а сценарий ломался. Обычно интрижки Генриха развивались по схеме: увидел, победил, остыл. А тут происходило что-то странное, почти метафизическое. Анна не становилась любовницей. Генрих ходил за ней как привязанный, писал письма, сам король, дарил подарки. Но ничего не происходило. И вот тут, я думаю, в мозгу у Екатерины что-то щелкнуло. Она начала понимать: Анна – это не очередная девица, это опасный стратег. И казалось бы, ты королева Англии, дочь испанских титанов. Почему бы просто не щелкнуть пальцами и не отправить эту выскочку в глушь стричь овец? Но тут вступает в силу жестокая механика абсолютной монархии и женской мудрости, которая в ее случае обернулась ловушкой. Почему Екатерина терпела и не могла ее выгнать? Говоря человеческим языком, формально Екатерина хозяйка своих покоев. Она нанимает и увольняет штат. Но реально, все понимают, что источник света, тепла и смертных приговоров в этой комнате – король. И если королю нравится эта конкретная фрейлина, то ее увольнение будет воспринято как прямой вызов его воле.
А Генрих бы вернул Анну обратно на следующий же день, публично унизив жену, или поселил бы ее в отдельном дворце, где у Екатерины не было бы уже никакого контроля. Екатерина была слишком умным дипломатом, чтобы начать войну, которую она заведомо проиграет. Поэтому она терпела. Ее оружием было игнорирование. Екатерина Арагонская была воспитана так, что показать ревность значит уронить корону. Закатить скандал, вцепиться в волосы, рыдать. Фу, так делают торговки рыбой. Дочь Испании терпит все с каменным лицом. Она вела себя так, будто Анны не существует, даже когда Анна стояла в метре от нее. Она думала: я королева, помазанница Божья, а это просто девка. Если я буду обращать на нее внимание, я сделаю ее равной себе. Вот так они и жили. Генрих VIII, который сходит с ума от желания, Анна, которая повышает ставки, но пока не мечтает о короне, и Екатерина, которая думает, что контролирует ситуацию. Кульминация наступает весной 1527 года. И вот тут начинается самый черный юмор этой истории, который в итоге будет стоить головы почти всем ее героям. Выходит на сцену наш старый знакомый кардинал Томас Уолси. Тот самый, что когда-то разрушил счастье Анны с Перси. Кто не видел ролик, посмотрите. Так вот, Уолси ненавидел королеву Екатерину. Она была слишком испанской, слишком влиятельной и мешала его политике. Уолси мечтал о союзе с Францией. Зачем это Уолси? Все просто. Карл V, племянник Екатерины Арагонской, стал слишком могущественным. Англия оказалась слишком зависимой от империи. Уолси видел, что если ничего не менять, Англия будет жить в тени Карла V еще лет 100. Ему нужен был мощный союз с Францией. А лучший способ скрепить союз в XVI веке – королевская свадьба. План Уолси был гениален. Генрих разводится с Екатериной, женится на французской принцессе. Англия и Франция – друзья навек. А Уолси – теневой правитель Европы. Мечта! И вот, в это время кто-то из королевских богословов, копаясь в Писании, находит в книге Левита строчку: «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, бездетны они будут». Бинго! Простыми словами, если жениться на вдове брата, брак будет проклят и бесплоден. А Генрих ведь женился на вдове своего брата Артура. Генрих ухватился за эту строчку, как утопающий за соломинку. Вот же оно, библейское оправдание. Значит, его брак с Екатериной изначально недействителен в очах Божьих. Значит, его бездетность не проклятие, а следствие нарушения закона. Значит, он свободен. И кардинал Уолси тут же это поддержал. Вы абсолютно правы, Ваше Величество. Ваша совесть чиста. Вы просто хотите исправить ошибку. Он-то мечтал о Франции. И рьяно начал раскручивать эту тему, готовя почву для великого дела короля – аннулирования брака. И да, Уолси знал об Анне, но он не воспринимал ее всерьез. Для него она была уже однажды поверженным врагом, девчонкой, которую он когда-то щелкнул по носу, и она уползла в слезах. Он ее презирал. Он был абсолютно уверен, что развод королю нужен ради Франции, ради большой политики. Он, величайший интриган эпохи, мыслил категориями договоров, армий и династий. Он даже представить себе не мог, что миром и его миром в этот самый момент начали править не договоры, а гормоны, обида и всепоглощающая слепая одержимость одного мужчины. И что та самая девочка уже затаила на него камень, холодный, тяжелый, смертельный. Уолси стоял на краю пропасти, уверенно строя мост в свое светлое будущее, и не видел, что строит его прямиком на эшафот. И вот представьте себе эту сцену во всем ее абсурдном великолепии. Генрих приходит к Анне не с букетом роз и не с ларцом самоцветов. Он приходит с Библией, раскрытой на книге Левита.
Его глаза горят не страстью, а торжеством юриста, нашедшего лазейку в Конституции Вселенной. Он нашел свой священный Грааль, и этот Грааль был его ответом на ее бесконечное «нет». Анна твердила: только законный брак. И вот он, Генрих, приносит ей юридическое обоснование, вырванное из священного текста. Вот, видишь, этот стих делает мой брак с Екатериной недействительным в очах Божьих. Значит, я свободен, значит, я могу жениться на тебе. По закону, по Божьему закону. А что же Анна? Анна была слишком умна, чтобы не понимать масштаб катастрофы. Когда Генрих произнес «Левит», «развод», «Папа Римский», у нее внутри все сжалось. Она мгновенно поняла: мы объявляем войну всему миру. Мы идем против племянника Екатерины, императора Карла V, самого сильного человека на земле. Если мы проиграем, меня не просто выгонят, меня сотрут в порошок. Но в ту же секунду она поняла другое. Этот сумасшедший план с книгой «Левит» – это ее священный щит. До этого момента она была просто разлучницей, которая мешает королю спать с женой. Это грех. А с Левитом она становится Божьим провидением. Она подумала: подожди-ка, если брак с Екатериной грех, то я та, кто спасет душу короля. Если мы докажем, что Екатерина не жена, то я становлюсь не второй женой, а первой законной супругой перед Богом. Ну и самое главное, а какой у нее был выход? Сказать королю: нет, не пойду я за тебя, Генрих. Но вы же понимаете, что это вообще не вариант. В общем, у Анны был выбор без выбора. Либо прыгнуть в этот поезд, стать соучастницей, поддержать его безумие, стать королевой и надеяться, что они победят весь мир, либо лечь на рельсы и быть раздавленной. И она, конечно, его поддержала. И вот тут точка невозврата пройдена. Но на пути стоял Уолси, и Анна знала, кардинал ее ненавидит. И у Уолси есть план женить короля на Франции. И если его план сработает, Уолси станет некоронованным королем Европы. Новая королева-француженка будет его марионеткой. А что же будет с Болейнами, которые мешали его плану и позорили его? Он сотрет их в порошок. Для Анны победа Уолси означала не просто конец карьеры, это означало конец жизни. Плюс ко всему, это была личная месть. Она не могла позволить ему выиграть. Никогда. А в это самое время сам Уолси потирал руки. Для него это был праздник. Он строчил письма в Рим, цитируя Левит. Он слал депеши в Париж: «Готовьте невесту, скоро наш король будет холост, и я все улажу». Он не учел одного: Папа Римский в этот самый момент сидел фактически в заложниках у племянника Екатерины Арагонской, императора Карла V. И Папа Римский читал письма Уолси и думал: ты что, больной? Если я разрешу развод, меня племянник Екатерины просто убьет. Идите вы лесом со своим Левитом. В общем, Уолси пыхтит, старается, потеет, но у него ничего не получается. А Анна сидит рядом с королем, наливает ему вино и делает самое разрушительное, что может сделать умная женщина – сеет сомнения. Объясню это просто по-житейски. Представьте, вы наняли крутого адвоката, Уолси, за бешеные деньги. Он обещал решить ваше дело за неделю. Проходит месяц, 2, год. Результата 0. Адвокат разводит руками. Ну, понимаете, судья в отпуске, документы утонули, мировой кризис. А ваша новая пассия, Анна, шепчет вам на ушко: слушай, а тебе не кажется, что он тебя просто разводит? Точнее, не разводит. Может, ему заплатили твои противники? Он же над тобой смеется, кормит завтраками. Смотри, как он разъелся на твоих деньгах. Генрих слушал и закипал. Он думал: я дал этому выскочке, сыну мясника, все. Власть, богатство, титулы. А он саботирует мое счастье, мое спасение, рождение моего наследника. Так что, когда Уолси снова приходил с пустыми руками и извинениями,
Генрих смотрел на него уже не как на спасителя, а как на главное препятствие. Анна постаралась на славу. А что же было дальше? Ситуация накалилась до предела. Уолси понимает, кресло под ним горит. Анна нашептывает королю гадости. Папа Римский тянет резину, а Уолси решается на последний отчаянный шаг. Он организует суд в Лондоне. Это должно было быть показательное выступление. План Уолси был такой. Мы собираем суд, вызываем королеву, давим на нее авторитетом, пугаем адом, заставляем признать, что брак был грехом. Она рыдает и уходит в монастырь. Генрих свободен. Уолси молодец. Но все пошло не по сценарию. Ох, как не по сценарию. Итак, сцена в суде. Июнь 1529 года. Огромный зал. Жара. Сидят два кардинала. Уолси и присланный папой итальянец Кампеджо. Сидит король на троне, важный, надутый, и вызывают королеву Екатерину. Все ждали, что она начнет оправдываться, спорить с юристами. А Екатерина Арагонская сделала ход, от которого у всех челюсти упали на пол. Она проигнорировала кардиналов вообще, как будто это было пустое место. Она прошла через зал прямо к Генриху и упала перед ним на колени. Представьте, гордая испанка, дочь королей, на коленях перед мужем. В зале мертвая тишина, слышно, как мухи летают. И она говорит, перевожу на наш язык: «Генрих, милый, за что? Я была тебе верной женой 20 лет. Я родила тебе детей. И самое главное, когда ты взял меня, я была девственницей. Я не спала с твоим братом. Твой левит тут не работает. Мы чисты перед Богом. Не позорь меня и нашу дочь». Это был нокаут. Она одной фразой разрушила всю юридическую схему Уолси. Если она была девственницей, значит брака с братом фактически не было. Значит, Генрих зря придумал всю эту историю. Генрих сидел красный как помидор. Он пытался ее поднять, что-то мямлил, а Екатерина встала, поклонилась мужу и снова проигнорировала кардиналов. И просто ушла из зала. Ей кричали: «Вернитесь в суд!» А она бросила через плечо: «Это не суд, это балаган», и вышла. А дальше случился тот самый черный юмор. Уолси думал: ладно, она ушла. Сейчас мы быстренько без нее примем решение. Но второй кардинал, итальянец Кампеджо, встал и сказал: «Ой, знаете, в Риме сейчас летние каникулы, жарко очень. Давайте прервем суд до октября». Это был конец. Генрих понял, его кинули. 2 года ожиданий, миллионы потраченных денег, унижение перед женой, которая публично доказала свою правоту. И в итоге давайте прервемся на каникулы. В этот момент Генрих посмотрел на Уолси взглядом, в котором читалось одно: «Ты труп». И да, друзья мои, если вы думаете, что после этого Уолси уволили и он уехал на дачу выращивать розы, вы ошибаетесь. Генрих VIII не умел просто увольнять, он умел уничтожать. Вот хроника падения великого кардинала. Итак, лето 1529 года. Игнор. Сразу после провала Генрих включил тактику «Ледяной король». Уолси пытался попасть к королю, но двери закрыты. Он пишет письма, нет ответа. Анна Болейн позаботилась о том, чтобы король не видел Уолси. Она знала, Уолси гениальный манипулятор. Если дать ему 5 минут с Генрихом, он может выкрутиться. Поэтому Анна встала грудью, фигурально выражаясь, между ними. Доступа к телу больше нет. Теперь осень 1529 года. Ограбление по-королевски. В октябре к Уолси пришли люди короля и сказали: «Сдайте печать, кардинал, вы больше не канцлер». Но это было полбеды. А Генрих заявил: «Кстати, Томас, ты, конечно, служил мне, но ты же служил и папе.
А по нашим законам служить иностранному правителю – это преступление. Так что ты, братец, государственный преступник. Все твое имущество теперь мое. И Генрих просто отжал у Уолси все. Анна Болейн, говорят, лично ходила по дворцу Уолси и выбирала себе занавески, посуду. Это была ее полная сладкая месть. Она въехала в дом человека, который сломал ей жизнь. А теперь 1530 год. Уолси отправили в ссылку на север. Но Анна не успокоилась. Она нашептывала Генриху: «Дорогой, Уолси там переписывается с французами и папой. Он готовит заговор». А Генрих, параноик, приказал арестовать Уолси и везти его в Лондон, в Тауэр. А поездка в Тауэр в те времена – это билет в один конец, на плаху. Но тут судьба или Бог сыграла свою шутку. Уолси был стар, толст и разбит горем. По дороге в Лондон, понимая, что его увезут на казнь, он заболел и умер в аббатстве Лестер. Перед смертью он сказал фразу, которая станет легендарной и которую надо бы запомнить всем карьеристам: «Если бы я служил Богу так же усердно, как служил королю, он не бросил бы меня седым на погибель». В общем, друзья мои, после суда Уолси прожил еще год. Но это был год, когда с него живьем снимали кожу. Так Анна Болейн убрала с доски самую мощную фигуру Англии. Путь к короне был расчищен. Теперь между ней и троном оставалась только одна женщина – Екатерина Арагонская. Итак, прежде чем мы продолжим, давайте я вас познакомлю с еще одним ключевым героем нашей истории. Однажды в Лондоне родился мальчик. Назвали его Томас. И родился он не в золоте и шелках, а в самой настоящей грязи, пахнущей дешевым перегаром, пивной блевотиной и потом от кулачных драк. Его папаша Уолтер Кромвель был универсальным представителем городского дна. Кузнец, трактирщик, фальсификатор пива и завсегдатай поножовщин. В общем, классическая пьянота из 15 века. Маленького Томаса отец колотил так усердно, что парень просто сбежал из дома, чтобы его не прибили окончательно. И побежал он, как вы понимаете, не в университеты. Он пошел в школу жизни, причем в самый жестокий класс. Он скитался по Европе, как бродяга, воевал наемником во Франции, убивал людей за деньги, работал банкиром в Италии, учился выбивать долги, торговал сукном в Антверпене. К тому моменту, как он вернулся в Англию, это был человек швейцарский нож. Он знал языки, умел драться, знал законы, считал каждую копейку и, самое главное, он абсолютно ничего и никого не боялся. У него не было совести, у него была эффективность. В Лондоне он стал юристом, но не тем, кто цитирует Цицерона, а тем, кто решает вопросы. И однажды его заметил, кто бы вы думали? Да, наш несчастный кардинал Уолси. И не просто заметил, а сделал своей правой рукой, своим молотом и наковальней. Кромвель стал тенью кардинала, его решалой в самых темных делах. И вот, когда Уолси с треском вылетел с работы, а заодно и умер, все думали, что Кромвелю тоже кирдык. Обычно, когда падает большой начальник, его помощников зачищают первыми. Но Кромвель сделал гениальный финт ушами. Он добился встречи с королем, и Генрих посмотрел на него и увидел то, чего ему так не хватало среди напомаженных графов в колготках. Он увидел решалу. И вот что происходит дальше. После провального суда Генрих все еще ждет, что папа передумает. Он рассылает гонцов по всем университетам Европы, платит огромные взятки профессорам, чтобы те написали бумажки. Да, Генрих прав, жениться на вдове брата нельзя. Он надеялся собрать стопку этих бумажек, принести их папе и сказать: «Смотри, все умные люди за меня, давай-ка развод». Но это не работает, дверь закрыта. И вот тут Томас Кромвель, человек, который не знает слова «нельзя»,
посмотрел на короля, вздохнул и сказал примерно так, перевожу на наш житейский язык. «Ваше Величество, а чего вы, собственно, унижаетесь? Вы стучитесь в дверь к папе, как бедный родственник. А зачем вам вообще этот папа?» Генрих опешил. «В смысле? Он же глава церкви!» Кромвель с ухмылкой. «Да какой он глава? Он сидит в Риме, а мы с вами в Англии. У нас остров. Ваше Величество, послушайте простую бизнес-схему. Вы объявляете, что Англия сама решает свои вопросы, что Папа Римский здесь никто, что вы сами глава церкви Англии». Простыми словами Кромвель дал королю в руки топор и сказал: «Не надо развязывать узел, Ваше Величество, просто рубаните его». И Генрих, которому до смерти надоело умолять, взял этот топор. Так Кромвель стал самым главным человеком при дворе. Он стал тем, кто делает грязную работу быстро, жестко и дорого. Анна Болейн была в восторге, пока еще в восторге. И, конечно, она поддерживает идею Кромвеля. Иными словами, Кромвель принес дрова и спички, а Анна плеснула туда бензин. Мы помним, Анна была продвинутой. Она читала книги, которые в Англии были запрещены. И вот однажды она дает Генриху книгу автора Уильяма Тиндейла. Название скучнейшее «Послушание христианина». Но внутри была бомба. Там черным по белому было написано: король – это наместник Бога на земле. Папа Римский – это самозванец, который украл власть у королей. Король должен сам управлять своей церковью и ни перед кем не отчитываться. Анна подчеркнула нужные места своим острым ноготком и положила Генриху книгу на стол. «Почитай, дорогой. Это книга для всех королей». Генрих почитал, и у него глаза полезли на лоб. Он воскликнул: «Боже, почему мне раньше никто не сказал, что я главный, а папа никто?» Анна нажала на самую сладкую кнопку Генриха, на его тщеславие. Она сказала ему: «Видишь, ты не бунтовщик, Генрих, ты просто восстанавливаешь справедливость». Ирония, друзья мои, в том, что именно Анна активно учила Генриха быть тираном. Она внушала ему: «Ты никому ничего не должен, бери свое». И если вы думаете, что разрыв с Римом произошел за 2 дня, вы ошибаетесь. Время идет, часики тикают. Анне почти 30, а воз и ныне там. Генрих женат и все еще католик. Но в 1532 году происходит перелом. Осенью Генрих везет Анну во Францию на встречу с королем. А перед поездкой Анна получает титул маркизы Пембрук. Это очень важно. Он сделал ее знатной особой с собственным доходом. Она перестала быть бедной родственницей. Она почувствовала себя почти королевой. Но в это же самое время Анна видела: Генрих возится, Кромвель пишет бумажки. Все это может длиться вечно. Ей нужно было событие, которое сделает их брак неизбежным. И вот тогда во Франции неприступная крепость пала. Ну вы поняли, какая? Та самая. 6 лет она держала оборону. Никакого интима. Только после свадьбы. И вдруг сдалась. Думаете, от страсти? Вовсе нет. Это был холодный расчет игрока в покер, который решил: пора вскрывать карты, пора беременеть. И знаете, в чем главная ирония истории? Она мариновала мужика 6 лет. В декабре сдалась. А в январе выяснилось, что у них в сентябре будет сын. Да, они были уверены. Сын. И вот еще одна важнейшая деталь, которую часто путают. Анна лично не обещала родить сына. Нет, это пообещал им Левит. Помните? Логика Генриха была железной, как рыцарские латы. Почему у меня с Екатериной умирали сыновья? Потому что Бог наказал нас за грех. Брак с вдовой брата. Это написано в книге. Следовательно, если я устраняю грех и женюсь на Анне, Бог обязан меня вознаградить. А какая главная награда для короля?
Правильно, наследник. Это была не надежда, это был божественный контракт. Генрих был уверен, как только он войдет в законный брак с Анной, небесная канцелярия тут же выдаст ему мальчика. Но тут возникает жирное «но». Генрих-то все еще женат. Официально перед всем миром. А Анна уже беременна, и Генрих понимает страшную вещь. Если долгожданный, вымоленный у Бога сын родится вне брака, он будет никем, он будет бастардом, как Генри Фицрой. Бастард не может надеть корону. Вся эта многолетняя кровавая затея с разводом пойдет коту под хвост. И вот тут Генрих понимает, тянуть больше нельзя, нужно рвать с папой здесь и сейчас. Счет идет на недели. И именно тогда, в январе 1533 года, происходит, пожалуй, самый вкусный момент для обсуждения на лавочке. Потому что, если отбросить пафос, со стороны это выглядит как чистой воды уголовщина. Давайте объясню простым языком, что они натворили. 25 января 1533 года. Раннее темное лондонское утро. Король Англии женится на Анне Болейн. Тайна. Как нашкодившие подростки. Это происходит в маленькой часовне, по сути, на чердаке. Свидетелей 1,5 человека, а священник, бедный священник, буквально трясется от ужаса, руки ходуном ходят. Почему? Да потому что он понимает, он венчает двоеженца, развода-то все еще нет. За такое можно и в ад попасть, и на виселицу. Но Генрих смотрит на него тяжелым взглядом Тюдора и говорит: «Венчай, отче, я король. Я потом разберусь. У меня есть разрешение от папы, просто я его в другом пиджаке оставил». И священник обвенчал. Фух, успели. Теперь Анна жена, хоть и тайная, и ребенок родится в законном браке. Но напрашивается логичный вопрос. В каком это, простите, браке? Мы что, про турецкого султана рассказываем? У него же дома живая жена сидит. А все просто. Генрих в этот момент включает свою любимую мужскую логику 80 уровня. Он опять достает этот изрядно потрепанный левит и говорит сам себе: смотрите, я не женат на Екатерине. Библия говорит, нельзя. Значит, эти 20 лет с ней были не браком, а так блудом, сожительством, ошибкой молодости. Там все было несерьезно, понарошку. А вот теперь с Анной это серьезно. Это мой первый и единственный настоящий брак. Так что в своей голове он был честным человеком. А то, что для всего остального мира он стал двоеженцем и клятвопреступником, это проблемы остального мира. Главное успеть поставить штамп в паспорте до того, как у Анны округлится живот. Но, как мы знаем, в своей голове можно быть кем угодно, хоть Наполеоном, хоть Генрихом VIII, а для соседей нужны справки с печатью. Генрих понимает, если не оформить все юридически, в Европе его просто засмеют. Король-двоеженец звучит как название дешевой комедии, а не титул. И тут на сцену снова выходит наш бультерьер Кромвель с толстой пачкой бумаг. Он идет в парламент и проводит серию законов. Если переводить с юридического на простой человеческий, они приняли закон под названием «Акт о супрематии». Или, проще говоря, закон о том, что Генрих сам себе начальник. В этом законе было сказано 3 гениальные по своей наглости вещи. Папа Римский – никто. Отныне он просто епископ города Рим. В Англии у него власти не больше, чем у дворника. Денег не дадим. Все налоги, которые английская церковь веками платила в Рим, теперь идут, угадайте куда? Правильно, в глубокий карман Генриха. Король, глава церкви, теперь Генрих, назначает епископов, и Генрих решает, что грех, а что божественная необходимость. И да, в Рим теперь жаловаться нельзя. Все вопросы решаются в Лондоне, лично Генрихом. А потом наступает 12 апреля 1533 года. Двери королевских покоев открываются, и выходит
Анна Болейн. И не просто выходит. На ней пурпурный бархат, чтобы вы понимали. В то время дресс-код был жестче, чем в армии. Простой человек, даже если он купался в золоте, не имел права носить пурпур. Это было уголовное преступление. Эти цвета мог носить только король и его семья. Надев это платье, Анна без слов заорала на весь зал: «Теперь я семья!» Но и это не все. На ней сверкали бриллианты. И самое циничное, отчего придворные дамы чуть в обморок не упали, это были те самые драгоценности, которые Генрих буквально вчера отобрал у Екатерины Арагонской. Анна надела на себя слезы бывшей жены и сияла, как новая монета. Ее сопровождают 60 фрейлин. Она идет в королевскую часовню на мессу. Но там был сигнал еще мощнее, чем платье. Когда началась служба, священник начал читать стандартную молитву за королевскую семью. 20 лет люди слышали одну фразу: «Молимся за Генриха и Екатерину». А в этот день, 12 апреля, священник набрал в грудь воздуха и громко произнес: «Молимся за нашего короля Генриха и его возлюбленную жену, королеву Анну». Вот тут у всех в зале перехватило дыхание. Тишина стояла такая, что было слышно, как горят свечи. Это была официальная презентация. А Генрих как бы сказал: «Смотрите все, эта женщина в золоте и бриллиантах моя жена, а кто не согласен или назовет ее любовницей, тому я отрежу язык. А жаловаться в Рим, напомню, теперь нельзя». Ну и следующий шаг – зачистка территорий. В мае 1533 года Генрих назначил своего ручного священника Томаса Кранмера главным епископом. И этот Кранмер собрал суд, который длился, наверное, минут 5, и постановил: брак с Екатериной, никогда его не было. Это была ошибка и массовая галлюцинация. Брак с Анной – вот это настоящий, законный, богоугодный брак. Екатерину официально уволили. У нее отобрали титул королевы и сказали: теперь вы просто вдовствующая принцесса, вдова брата Артура. Езжайте в глухую деревню, молитесь и не отсвечивайте. И вот теперь финальный аккорд. Да, Анна жена, да, она ждет сына. Но не может же сына королю родить просто жена. Нет, так дела не делаются. Будущего короля должна родить помазанная королева. И 1 июня 1533 года Генрих закатывает такую коронацию, какой Лондон не видел никогда. Он хотел переплюнуть коронацию Екатерины Арагонской, чтобы все забыли, что была какая-то другая королева. Он потратил бешеные деньги. Вино в уличных фонтанах лилось рекой, бесплатно для всех желающих. И самое главное, Генрих приказал надеть на голову Анны корону святого Эдуарда. Это тяжеленная, огромная золотая конструкция. Фишка в том, что ее надевали только на королей мужчин. Женщинам полагалась корона поменьше и полегче. Но Генрих уперся: нет, наденьте на нее мужскую корону, потому что она носит в животе наследника, а значит, она равна мне. А что же народ? Народ этот аттракцион невиданной щедрости не оценил. Люди стояли вдоль улиц и молчали. Многие демонстративно не снимали шапок. А это тогда было страшным оскорблением. Кто-то из толпы, осмелев от бесплатного вина, крикнул: «Боже, храни королеву Екатерину». А Анна в этот момент сидела на троне, беременная, в золоте, с тяжелой мужской короной, которая давила ей на виски. Ее тонкая шея сгибалась под весом власти. Она жаловалась, что у нее раскалывается голова. Бедная Анна. Она морщилась от боли и не знала, что всего через 3 года
ее любящий муж найдет радикальное средство от мигрени. Средство, которое избавит ее от головной боли навсегда. Но пока она победила. Оставалось только одно маленькое дело – родить обещанного сына. До его рождения оставалось 3 месяца, и никто не знал, что обратный отсчет до эшафота уже пошел. Итак, корона надета, победа зафиксирована. Но королева еще не знает одного – у нее 1083 дня. Достаточно, чтобы поверить в вечность. И слишком мало, чтобы ее получить. Ну что ж, друзья мои, в субботу увидимся. Посмотрим, как короны превращаются в приговоры.